Еще раз всем привет! У нас продолжение утреннего прямого эфира. Мы с вами сейчас закончим вязать капюшон, сделаем закругление, закроем иглой все петельки. Ой, блин, я не нарисовала одну штучку. Ну ладно, сейчас мы как-нибудь разберемся. Вот. И также я расскажу вам, как посчитать, как набрать петельки по краю капюшона для обвязки, потому что там нужно кое-что посчитать. Там не просто надо набрать бездумно и вязать. Скорее всего, у вас не получится то, что нужно, если вы бездумно наберете по краю полотна петли. Сейчас я переверну камеру, довязала я свой капюшончик. Мы только что с вами целый час общались, я целый час вязала его. Вот что у меня в итоге получилось. Давайте я покажу его в профиль. Вот в профиль мне вот так вот и нужно его скинуть. Это первая часть капюшончика. Видите, тут расширение у нас идет. Здесь для лица часть. Теперь нам нужно сделать закругление и вот так еще по прямой провязать немножечко и закрыть вот эти петли. Закругление мы сейчас провяжем, а потом по прямой закроем петли. И дальше наш следующий этап, это уже я буду вечером показывать, наверное, хотя могу и сейчас показать, посмотрим по времени. Следующий этап, нам нужно набрать петельки вот так по всей окружности передней части капюшона, где у нас лицо, набрать петельки и провязать резинкой какой-нибудь, 1 на 1 я буду вязать, какой-нибудь резинкой, желательно такой же, чтобы оно красиво смотрелось, как и тут. Провязать резинкой обвязку капюшона, куда мы потом вставим шнурочек, сделаем дырочки обязательно для этого шнурочка. Ну, это, может быть, наберем петли сейчас, может быть, вечером я уже допокажу как бы это все. Вот, уже с вами в эфире вязать эту обвязку не буду. Все, вот это план наш на сегодня, на сейчас. Сейчас я переверну камеру, и мы продолжим. Вот, а вечером уже всякие нюансики расскажу. Оставшиеся. Так, сейчас я тут разложу все, что мне нужно. Можно аккордом, конечно, как угодно, как хотите, можно аккордом. Это уже, как я говорю, вы дизайнер, и вы решаете, каким будет ваш капюшон, каким будет ваше изделие. Можно как угодно. Я просто показываю свой вариант и все, чтобы был как низ изделия. Да, да, это будет как раз хорошо. Если у вас низ аккордом, то и тут. Так, ну все, переворачиваю я камеру, вроде все подготовила. Карандашик мне нужен, чтобы отмечать ряды. Так, вот. Я отодвину подальше. Вот так вот, чтобы красивенько все было. Так, вы присоединяетесь. Здорово, здорово, здорово. Сейчас я посмотрю, может быть, надо будет включить свет, чтобы было лучше видно. Ага, вот со светом, по-моему, стало лучше видно. Ну, на ютубе, я смотрю на ютуб, потому что мне нужно на него ориентироваться. Смотрю эфиры, уже почти довязала до убавок. Круто. Ну вот, еще раз покажу. Тут белый провод будет немножко болтаться, это зарядка моя. Не обращайте внимания. Еще раз покажу, как выглядит капюшон сбоку. Не знаю, честно, по размеру, потому что вяжу просто вот как мне сказали девочки, какой размер у детского должен быть капюшончика. Вот наши прибавочки все. Капюшон у нас расширился. Сейчас я еще немножко ютубную камеру поправлю. Вот так. Вот, чтобы вам было тоже хорошо видно. Капюшон у нас расширился. Это место для лица, которое мы будем обвязывать. И теперь нам нужно связать закругление сверху. Покажу прибавки вот так вот, как они смотрятся по центру. Вот, видите, никаких дырочек. У нас по центру 3 петельки я провязывала, и слева и справа от них делала прибавки. Если внимательно посмотреть на прибавки, вот, например, моя прибавка, то видно здесь, как хвостик этой прибавки смотрит в сторону 3 центральных петель. И с другой стороны другая прибавка, хвостик смотрит тоже в зеркальном отражении в сторону 3 центральных петель. Ну, можно в эту сторону их крутить,
добавить прибавки, можно было в другую сторону. Мне в эту больше нравится, но чисто ваше желание, как угодно можете это провязывать. Все, связали мы всю часть. Вот посмотрите, я отметила все клеточки. Признаюсь честно, добавила еще один рядок, последний изнаночный, чтобы свои прибавки начинать, ой, убавки, простите, чтобы свои убавки начинать вязать с лицевого ряда. Их можно начинать и с изнаночного, не имеет значения, но я решила, что проще показывать с лица, поэтому уж пусть тут будет лицевой ряд. Вот моя первая убавка, первая моя клеточка второго этапа. Я должна провязать 8 рядов и должна убавить всего по 6 петель с каждой стороны капюшона. Я ставлю отметку, что я буду вязать этот ряд. Можно даже здесь ставить отметку, что вот сейчас вот этот лицевой рядок я буду провязывать, одну петельку убавляю. Я убавки буду делать, оставляя по центру одну петельку. Вы, если у вас нечетное количество петель, можете тоже оставить одну, так будет красивше. Либо, если четное количество петель, оставить 2 петельки по центру и справа и слева от них делать прибавку. То есть, если я, ой, простите, убавку. То есть, если я прибавки делала, у меня по центру было 3 петельки, то убавки я делаю так, чтобы по центру было петель меньше. Между прибавками обязательно 3 петли? Нет, не обязательно. По центру оставляете сколько хотите между прибавками. Вообще не имеет значения, это тоже ваше желание. Я вот делаю так. И вчера тоже об этом говорила, смотря у кого какое количество петель вообще на спицах. Чем тоньше ниточки, чем тоньше спицы, тем можно больше петель оставлять. Тут, как видите, я маркер переместила, теперь обозначу свою центральную петлю. Ну, давайте сразу я ее обозначу маркерами. И справа и слева от нее буду делать, вот, центральная петля, справа и слева от нее буду делать убавки. 2 петельки оставляю. Вот, смотрите, эти 2 петельки я сейчас буду провязывать 2 вместе, потом моя будет одна центральная, и потом снова 2 вместе. Вот, я поставила здесь отметку, мне нужно убавить одну петлю, значит, буду провязывать 2 вместе. Здесь я буду делать убавки с наклоном в сторону центральной петли, то есть сначала с наклоном влево, а потом с наклоном вправо. Чтоб мне это сделать, я должна поменять петельки вот так вот, развернуть, чтобы у меня не получилась скрещенная петля. Провязываю 2 вместе лицевой, дальше снимаю маркер, моя центральная петля идет, снова снимаю маркер и снова 2 вместе лицевой, уже с наклоном вправо. Здесь мне ничего менять не нужно, потому что вяжу классическим способом. Все, провязала 2 вместе, вяжу дальше ряд до конца. И вот я сделала первую убавку. Бегу домой вязать капюшон. Давайте, давайте, Надя. Приветик, Ира. Привет, Люба. Вижу, что вы здороваетесь. Так, вопросов вроде никаких нет. Ага, да, все, айкорд я ответила. Отлично, ну, вяжем дальше. Я стараюсь так немножечко поглядывать. Если будут вопросы, пишите. В предыдущем эфире мы с вами наобщались вдоволь. Немножко горло першит. Сейчас главное довязать вот это закругление и закрыть петельки иглой. Игла у меня тут хотя бы, да, тут игла. Дальше, следующий ряд начинается. Снова я ставлю, давайте буду вот так зачеркивать целиком клеточку. Снова ставлю отметку. Здесь у меня никаких нет убавок. Вот мой изнаночный ряд, можно даже вот так нарисовать. Другую сторону я вяжу. Убавок никаких нет, поэтому просто все петельки изнаночными провязываю. Осталось 15 рядов рукавов. Ура, ты 2 рукава сразу вместе вяжешь или просто одного рукава 15 рядов осталось? Я еще только сегодня рукава начну. Это супер, вы успеете. Я только говорила в прямом эфире предыдущем, что 2 дня на рукава предостаточно, а у нас впереди целых 3 дня. Даже еще и понедельник, 4-й день. У меня 4 петли, мне оставлять 2, ну да, лучше 2 оставить, тогда будет лучше закругление это. Почему решила в конце трикотажным швом закрывать, а не погоном капюшон? Не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, не знаю. Просто так захотела. Как-то я
даже не думала. Мне нравится, когда вот здесь вот, на макушке, на верхней части головы идет такой плавный переход из петель в петли. Вообще нет никакого, даже вида. Можно, конечно, оставить погон, то есть центральные вот эти петельки продолжить вязать и, делать убавки, ну, вот примерно как пятку мы провязываем в носке. Делать убавки справа и слева от них. Не знаю, это чисто дизайнерский ход, будем так говорить. Вы можете делать капюшон как угодно. Правильного здесь решения нет, потому что у каждого мастера будет свое какое-то решение. Мне не хватило ниток на обвязку капюшона, обвязала крючком, будет без завязки. Ну, ничего страшного. Можно, кстати, просто подобрать, по цвету, из какой-то другой пряжи сделать завязки. Ведь подумайте, когда мы покупаем готовое изделие, там завязки просто шнурочки. То есть вы можете вообще, в принципе, даже купить какие-то шнурочки и сделать их. Я даже на прямом эфире. О, Анжелика, привет! У вас сейчас день или что? Сколько у вас там времени? Так, следующий ряд мой лицевой. Снова отмечаю. Мне нужно убавить одну петельку. Я вставлю здесь вот стрелочку. И одну петельку с одной стороны, конечно же, и одну с другой. И вяжу. Вяжу. Мне нужно дойти до маркеров и оставить перед маркером 2 петельки. Я у Лены видела, как она закрывала капюшон сверху. Очень красиво, аккуратно смотрится. Тоже хочу научиться. Ну, может быть, закройте, как у Лены. Может быть, этот способ вам больше понравится. Я не знаю, как Лена закрывала. Я говорю о том, что любой способ правильный. Здесь не нужно прям четко следовать каким-то моим советам. Вы можете выбрать абсолютно все, что хотите. Да, у нас 6 час, я пришла с работы. О, тогда хорошего тебе вечера. Так, вот смотрите, 2 петельки у меня осталось до маркера. Я провязываю их 2 вместе. Так размещаю, чтобы не было скрещенной петельки, с наклоном влево. Провязала 2 вместе, маркер сняла, провязала лицевую, маркер сняла. Снова провязываю 2 вместе. Не забывай, что у меня 2 детали капюшона, 2 стороны. Так. Ага, я смотрю, чтоб я ничего не пропустила, читаю. Трикотажным швом, ну вот, тогда я тоже так закрою. Мне осталось закрыть петли рукавов, сразу 2 вязала. О, супер, вообще. Я прям так рада, Анжелика пишет. Давай тогда бери чаек, вязание, не знаю, там, сына под мышку и вяжи с нами. Или готовь обед и ой, обед, чё я говорю обед? Потому что у нас обед, поэтому говорю обед. Готовь ужин и параллельно еще вяжи. Так, следующий ряд у нас изнаночный, никаких убавок нет. Здесь я тоже поставлю себе отметочку. Просто провязываем все изнаночными петлями. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы же тоже трикотажно будем делать? Да, 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 трикотажным. Осталось еще 4 рядочка. Видите, как мы с вами быстро вжух и почти готово. Изнаночные провязываю. Ну что у нас тут? Немножко убавки. Давайте посмотрим немножечко. Да, видите, пошло закругление у капюшончика. Такая штучечка какая-то интересненькая. То, что нам нужно. Если нужно убавить 2 петли, как это нужно делать? Мы тогда провязываем 3 вместе. Девочки, вот да, я говорила многим, у кого там как-то некрасиво получался вот этот полукруг, говорила многим, что в конце уже мы здесь можем не по одной петельке убавлять, а сразу по 2, то есть двоечку писать. Как убавить 2 петли? Мы можем провязать 3 вместе, тоже с наклоном вправо или с наклоном влево. И таким образом будем убавлять еще больше, чтобы вот эта часть, она была у нас более, не видно вам, да, эта часть, она была более резко закругленная, чтобы не было тут такого вот диагональной части. Во многих случаях это
лучше смотрится, если вот вы когда по клеточкам нарисуете. У многих получалось так, что больше трети закругления просто идут в каждом ряду убавки по одной петле. Это некрасиво. Получалось, что слишком такой прямой ряд, диагональный. Поэтому я советовала немножечко подубавить, скос этот в начале, то есть сделать убавки через ряд, а под конец сделать убавки сразу по 2 петельки. И тогда сразу лучший вид получался. Так, сын в саду, муж забирает. Сила худи вязать, у меня есть еще полчасика до их возвращения. О, вот тогда, значит, тем более бери чаек и вяжи с нами. Это вообще супер, когда есть такое время на себя. Я рукав вяжу. О, супер. Я только на тушку вышла, закончила подмышки вчера. Ира, вот если сегодня-завтра довяжешь, хотя у вас уже там вечер, да? Ну, предположим, пятницу, субботу довяжешь вперед спинку, воскресенье, понедельник на рукава, и можно еще даже успеть. Можно 3 вместе с центральной посередине. Да, 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 да. У меня сын тоже в саду. Это у вас 6 часов, да, ты говоришь? Это до скольки сад? До 6 работает, правильно? Так, провязала изнаночный ряд, переворачиваю. Следующий у меня лицевой. Снова ставлю отметку. Одну петельку я должна убавить. Тут тоже поставлю на всякий случай. И с двух сторон по одной петле буду убавлять. Вяжу. В следующем ряду я уже в изнаночном буду делать убавки. У меня совсем мало осталось ниточек. Ну, хватить, я думаю, должно. А что делать с обвязкой, не знаю. Надо посмотреть, есть ли у меня еще такая пряжа. Потому что, серьезно, я что-то на обвязку как-то не подготовилась. Ниточки не подготовила. Сад до половины, ого, сад до половины 8, муж до 6, потом за сыном. Ничего себе, какой крутой сад. Мы просто недавно разговаривали со знакомыми. Они жаловались, что сад до 5, а рабочий день у мамы тоже до 5. И маме просто никак нет возможности вообще никакой забрать ребенка, и забирает бабушка. И бабушка каждый день с другой деревни едет в город для того, чтобы забрать ребенка из садика. Так, вот, видите, 2 петельки, потом маркер. Провязываю 2 петельки, 2 вместе. Маркер снимаю. Ой, отскочил. Лицевую провязываю, маркер снимаю и 2 петельки 2 вместе провязываю. Дальше вяжу все лицевые. Давайте посмотрим на закругление. Всегда так интересно, как оно формируется. Ну вот, вот что-то такое получается. Видите, уже немножечко красивенько. Мне кажется, красиво. Саша, то есть можно в понедельник скинуть фото мокрого, и ты засчитаешь? Ну да, конечно, потому что, ну, как бы не ваша вина, что погодные условия не те, чтобы изделие высохло, что пряжа не так сохнет. Ну, как бы, понимаете, это уже такие нюансы, которые от нас не зависят практически. Самое главное связать. А сколько изделия будет сохнуть, это уже, к сожалению, у кого-то за вечер высыхает, у кого-то 3 дня лежит. Поэтому да, да, я же всегда говорю, пишите, я всегда иду навстречу. Если вы не вязали, ничего мне не скидывали в течение 3 недель, и вдруг в воскресенье пишете, начинаете вязать и говорите: "Сашенька, дай 3 дня, пожалуйста, я за 3 дня свяжу", конечно же, я, ну, не засчитаю это. Сертификат не дам, и в розыгрыше участвовать вы не будете. Но если вы трудились весь интенсив, если вам реально не хватает 1 дня для того, чтобы изделие высохло, ну, конечно же, я засчитаю, ну, это, мне кажется, нормально. Дальше следующий ряд изнаночный, отметила тут, отмечаю здесь, и в изнаночном ряду я уже тоже буду убавлять по петельке. У нас до 6, а мы уходим в 4:30.
У нас тоже сад до 5. С учетом всех сборов не позже 4:30 надо забирать. Вот. Значит, разные просто садики, да, бывают. И мы тогда действительно, когда нам знакомые рассказывали, мы действительно удивлялись: ну как так? И в садике не хотят дольше деток держать, потому что воспитательнице надо уходить, и с работы не отпросишься. Короче, как бы вроде сад есть, но в то же время есть, очень много связанных неудобств с ним. У нас хороший сад, и если я правильно помню, он такой один, остальные до 6:30-7. Да, очень крутой сад. Можно спокойненько забрать ребенка. Так, я дохожу до маркера, 2 петельки мне надо оставить. Вот, оставила 2 петельки, дальше маркер, и теперь мне нужно связать 2 вместе. Что я делаю тут? Мне нужно связать их так, чтобы у меня с лицевой стороны они располагались точно так же, как я их делала в лицевом ряду. Я изначально показываю, как я обычно делаю. Изначально я провязываю просто 2 вместе изнаночные, как обычно. Переворачиваю вязание, посмотреть, что у меня получилось. Смотрю и вижу, что у меня петельки легли точно так же, как все мои предыдущие убавки. Значит, все в порядке, я так и оставляю, значит, я правильно провязала 2 вместе, продолжаю вязать дальше. Маркер я снимаю, изнаночную провязываю, маркер снимаю. И тут мне снова нужно в изнаночном ряду провязать 2 вместе. Что я делаю? Подтяну немножко. Снова провязываю, как обычно, изнаночной 2 вместе, разворачиваю вязание и смотрю. И тут, видите, у меня уже все пошло сикось-накось, как попало, мои убавки вообще уже выглядят не так. Значит, я это все дело распускаю и думаю, как же мне связать 2 изнаночные вместе изнаночной петлей, чтобы у меня легло все точно так же, как с лицевой стороны. Я меняю местами 2 изнаночные петельки. Мы с вами так делали, когда вязали поворотными рядами росток. И теперь у меня одна изнаночная, которая была левее, она находится с лицевой стороны спереди. Я провязываю 2 вместе их таким образом. Переворачиваю снова вязание, чтобы посмотреть. О, получилось! Теперь у меня лежит убавка точно так же, как и все предыдущие убавки с лицевой стороны. Все, значит, для того, чтобы сделать вторую убавку изнаночной, я буду местами менять 2 петельки. И все, вяжу дальше. То есть, возможно, не с первого раза у меня получится красиво связать 2 вместе. Я всегда переворачиваю на лицевую сторону и смотрю, что у меня там получается. Наконец-то перешла на тушку. Сегодня, может, карман свяжу, ускоряюсь. Муж голодный, обед не дождался, пошел сам готовить. Главное, чтобы он при этом с пониманием относился к вашему вязанию. Я вот тоже сейчас довяжу с вами и со спокойной совестью пойду, приготовлю обед, потом буду проверять домашки. Так, еще раз давайте разложим, посмотрим закругление. Ну вот, вроде так симпатичненько получается. Давайте следующий ряд, предпоследний, отмечаю в клеточках, рисую тоже здесь. Мне снова нужно убавить по одной петельке. Вяжу, останавливаюсь за 2 петли до маркера. Приветик. Довязываю тушку, карман делать передумали. Хорошо. Даже будет проще тогда. Так, сколько у нас? 20 минут мы с вами вяжем. Отлично, есть еще времечко. Есть еще времечко, чтобы сделать расчеты и закрыть петельки. Стоп, мне нужно убавить. 2 петли осталось до маркера. Провязываю их 2 вместе лицевой с наклоном влево. Так, маркер снимаю, лицевая, маркер снимаю, 2 вместе с наклоном вправо. Вяжу дальше. И у меня последний рядочек останется, и можно оценить наше закругление. Так, я тоже смотрю сразу, как петля ложится, чтобы не распускать потом. Очень не люблю это дело. Да, можно связать 2 вместе, покрутил, посмотрел, распустил, если не подошло.
перекрутил. Так, последний ряд мы одну петлю убавляем, здесь оставлю отметку. Видите, как раз последний ряд, все правильно, все связали, тоже можно отложить. И довязываем, не забываем сделать 2 убавки. Саш, как красиво закрыть резинку, 3 изнаночные, 1 лицевая. Ой, Анжелик, я, если честно, на практике никогда этого не делала, ну, чтобы закрывать иглой такие резинки. Но мне кажется, что смысл тот же, то есть нужно все равно перевести ее в резинку 1 на 1 и закрыть так, как я показывала вчера, позавчера, по-моему, я показывала. Ну, я уже 3 раза показывала, я думаю, ты в курсе, ты знаешь, как это делать. Ну, то есть надо, мне кажется, все равно ее как-то довести до резинки 1 на 1. Может быть, там какую-то петлю центральную, связать иначе. Но на практике я этого не делала, признаюсь честно. Это надо просто на образце попробовать, покрутить, посмотреть. Мне кажется, если бы я попробовала, я бы поняла. И ты точно так же поймешь. У меня получилось соединить нитки. Спасибо, со второго раза так вообще идеально практически. Ура! Значит, не зря я искала это видео. У меня что-то завис компьютер. Это какой-то кошмар. Вроде такое простое найти видео, и я потратила на это время минут 10. На это минут 10. Поэтому чуть-чуть задержалась с этим, со следующим эфиром. А там, оказывается, в заголовке было, как соединить нити, что-то такое. Так, ой, подождите! Вы заметили, я провязала вообще не глядя изнаночный ряд. Вы видели это? Провязала без вообще, без всяких убавок. Какой кошмар, девочки. Так, надо исправляться. Будем, значит, распускать. Это не дело. Вот это я даю, провязала, называется. Я распускаю до нужного мне места. Вы, наверное, заметили, да, что я не убавила? Нет, эфир идет. Санечек уже спрашивает, все ли я. Ну вот, сама себе нашла проблему. Так, вот маркер. Эту я снимаю, маркер, и тут 2 петельки надо снять. Вот, отлично. Теперь делаем убавки. Первый раз, я помню, мне нужно просто провязать 2 вместе до маркера. Хорошенько подтягиваю, снимаю маркер, провязываю изнаночную, маркер. А эти следующие 2 петельки я меняю местами. И провязываю 2 вместе изнаночной. Вот, тоже подтягиваю. И вяжу до конца. Заболтали точно, ничего мы не заметили, уши развесили и глазами хлопаем. Я тоже не заметила. Вяжу себе так, знаете, гладенько все идет, вообще супер. Так, ну что, закончили. Теперь мы закрываем иголочкой. Интересненькое сейчас начнется. Я это уже закрытие показывала. Если сейчас будет непонятно, я найду то видео. Я там прям рисовала картинку. Вот говорю, что, к сожалению, сейчас забыла нарисовать эту картинку, как закрывать. А рисовать с вами уже просто не буду, чтобы не тратить время. Ну вот, как у меня получилось такое закругление. Вроде такой кругляшок аккуратненький. Не знаю, как вам. Мне кажется, что очень даже прилично выглядит. Вот, по центру это выглядит вот так. Вот эти петельки я тоже еще чуть-чуть разверну. Мне не нравится, как они ложатся, когда я их провязываю. То есть просто вот так вот подтяну, чтобы они лучше смотрелись. Вот так. Вот, уже лучше. Видите, мне кажется, что уже лучше. Вот такая макушечка. Напомню, что вы такое закругление можете не делать. Вы можете просто провязать прямо и закрыть по прямой, чтобы у вас тут такой был уголочек. Ну, я делаю, мне как бы оно нравится.
Вот. И это закругление, оно уже относится к нашей верхней части капюшона, поэтому когда на спинке капюшон будет лежать вот так, давайте его разложим. Вот, когда он будет лежать вот так, вот это закругление, оно как раз будет по центру и тоже будет хорошо смотреться. И вроде уголочек есть, и в то же время нет ничего остренького. А эти петельки мы сейчас закроем. Вот, вот так он будет лежать. Вот эти петельки мы сейчас закроем. Тут нужно оставить ниточку подлиннее. Помним, я всегда об этом говорю, чтобы не отрезать, чтобы не соединять другую, здесь нам нужно одной целой нитью закрыть все петельки. Мы сейчас будем соединять одну сторону капюшона и другую сторону капюшона. Отрезаю я побольше ниточку. Пусть она будет лишняя у меня, пусть она у меня будет сильно болтаться, пока я буду сшивать, но зато я буду уверена, что все нормально, мне не нужно присоединять другую нить. Всегда стараюсь побольше брать. Так, возьму желтую иголочку. Всегда такой металлической закрывала, потом поняла, что, наверное, желтая в эфире, она как-то лучше ее видно, что ли. Поэтому сейчас вот худи все время желтой пользуюсь. Так, ну, в общем, отрезали мы ниточку, вот эту нашу рабочую, и вставили иглу в нить. Теперь мы будем это все дело сшивать. Так, сейчас почитаю, что вы пишете. Красиво, красота, очень красиво. Да, мне тоже подружка звонила и заболтала меня, и тут вспоминаю, ой, блин, эфир, бегом сюда. Хотя капюшон не вяжу, но с вами хочется побыть. Спасибо. Подружке привет передавайте. Капюшон супер, очень прилично, спасибо. Так, смотрите, мы сейчас будем имитировать вот эту вот лицевую гладь, один рядочек. Мы будем захватывать 2 петельки отсюда и 2 петельки отсюда. И такой змейкой, вот такой вот туда-сюда мы будем идти по всем петелькам и дойдем до центра капюшона. Дальше у нас будет здесь кончик нити, который мы выведем наизнанку, и с изнанки мы его спрячем. Первым делом, чтобы мне сделать первый шаг, мне нужно соединить 2 кромочные петельки. Так как у меня уже тут петля готовая, сформированная первая, то я просто одну половинку петельки я вытащу из предыдущей петли, то есть я вдеваю назад иглу так, чтобы у меня, сейчас вы поймете, так, чтобы у меня из этой кромочной петли ниточка вот так вот выходила. И первый шаг я подхватываю одну петельку, вот эту кромочную с этой стороны, и следующую петлю я подхватываю, вот если ее, давайте со спицы сниму, я подхватываю так, чтобы игла у меня шла снизу вверх. Вот моя петля, иглу я вставляю снизу вверх. Вот, подхватила, очень сильно расслаиваются нитки, не знаю, что сейчас получится, и подтягиваю. Дальше, следом, что мне нужно здесь? Здесь мне нужно снова в предыдущую петлю вставить свою иглу, вот которую я только что использовала, и в следующую тоже вставляю за дужку, которая ближе к моей предыдущей петле. Вставила и протягиваю ниточку. Затянула. 2 захватила здесь, теперь буду 2 захватывать здесь. Одну захватываю предыдущую, которая у меня уже вот использована, нахожу ее и в центр этой петли, вот она у меня, видите, в центр петли вставляю иглу. И в следующую петельку я вставляю снизу вверх, пусть она у меня будет на спице, снизу вверх, захватывая одну дужку, которая ближе к моей предыдущей петле. Протягиваю нить. Если сейчас непонятно, девочки, скину еще другое видео. И важно здесь располагать эту ниточку свою так, чтобы создавалась такая же плотность, такой же величины создавались петельки, как и при вывязывании вот здесь, лицевой глади. Здесь 2 захватила, теперь захватываю снизу. Одну петельку, которая у меня уже не на спице, которую я уже использовала, вот она. Из этой петли одна нить выходит. Теперь мне нужно вставить иглу сверху вниз в эту петельку. И в эту вставляю снизу вверх. Протягиваю и подтягиваю. Эту можно петельку снять. Дальше возвращаюсь наверх. Вставляю уже в ту, которая у меня не на спице. Нахожу ее, где она у меня. Она у меня все еще на спице. Вот.
Вот она у меня, из нее выходит одна петля, я вставляю сверху вниз, а в эту петельку, в следующую, вставляю иглу снизу вверх. Вот, снизу вверх вставляю. Протягиваю и затягиваю, смотрю, чтобы плотность моя совпадала. Вот тут вот, ага, она не совпадает, чуть-чуть подтягиваю. Вот тут уже видно, как у меня формируется лицевой рядок. Эту петельку снимаю. Дальше, теперь внизу подхватываю, вставляю сверху вниз в одну петельку предыдущую, вот она у меня, сверху вниз и снизу вверх в следующую. Подтягиваю, эту снимаю петельку. Дальше перехожу наверх, вставляю сверху вниз вот в эту петлю, которую я уже использовала, и в эту следующую снизу вверх, которая на спице. Вставила, подтягиваю, смотрю, внимательно слежу за плотностью, чтобы была плотность такая же, чтобы вообще не было видно, что я здесь что-то сшивала. Вот можно с изнанки посмотреть. Вроде пока нормально. Двигаюсь теперь вниз. Вставляю сверху вниз в петлю, которую я уже использовала. И снизу вверх в следующую петлю. Всегда подхватываем 2 и с той стороны, и с другой. Вот, получается. Переходим на верхнюю часть. Вставляем снова снизу вверх в ту петлю, которую я уже использовала. Надо найти мне центр, потому что у меня тут они так расслаиваются. И снизу вверх вставляю в следующую. То есть все время движение сверху вниз, снизу вверх, сверху вниз, снизу вверх. На низ перехожу. Сверху вниз в одну и снизу вверх в другую. Подтягиваю, проверяю, все ли в порядке, нет ли скрещенных петелек. Дальше здесь вот моя использованная петля сверху вниз и снизу вверх в следующую, снимая со спицы. Так, подтянула. Так, секунду, девочки. Дальше двигаюсь вниз. Снова сверху вниз вставляю в ту, которую использовала, и сверху вниз в мою следующую, снимая ее со спицы. Ну, понятно немножко? Сейчас я почитаю, что вы пишете. Какая красота! Спасибо. Я закончила свой свитерок, ВТО сделала, погладила. Вчера посчитала на дочку. Сижу, вяжу худи, начала второй этап. То есть это уже второе изделие, да? Круто. Так, здесь у меня, так как нить выходит снизу, значит, переходим наверх. Подхватываем всегда 2 петельки. Вот эту, которую я уже использовала, вот из нее выходит уже нить, вставляю сверху вниз и снизу вверх в следующую, подтягиваю. И слежу за плотностью. Вот видите, вообще нет никакого впечатления, что тут какой-то шов. Может, непонятно, когда снизу вверх, понятнее, когда проговаривать с лица на изнанку, с изнанки на лицо. Я только тогда поняла этот шов, и до этого ужасно тупила. Давайте, сейчас так покажу. Я тоже второй собираюсь вязать из мериноса для дочки, а первый худи на подарок для мальчика, которому исполнится 1 годик 22 ноября. Его тоже зовут Саша. Это приятное совпадение. Круто. Круто, круто. У меня тоже муж Саша, и день рождения 22 ноября. Прикольно. Картошка варилась и сгорела, пока я тут худи вяжу. Ну, Ира, блин. Давайте, вот смотрите, как говорит Лена, с лица на изнанку. Вот, значит, вставляем с лица на изнанку, а здесь с изнанки на лицо вставляем иголочку и протягиваем. Обязательно следим за плотностью каждый раз, когда протягиваем нить. Классно, прям ноябрь магически выходит, точно. Но теперь не вареная, а жареная картошка, точно. Главное сделать вид, что так и задумано, с дымком. Прикольно, девочки. Здравствуйте. Теперь переходим наверх, смотрим тут снова с лица на изнанку. А теперь с изнанки на лицо выводим иглу. Так, подтягиваем. Переходим вниз. Ну, давайте я уже не буду комментировать, буду просто делать эти действия. Я думаю, понятно. Тут чем ближе к макушке, тем сложнее все это делать, потому что дырочка меньше. Но все равно продолжаем, ничего страшного.
Продолжаем сшивать. Можно также смотреть с изнаночной стороны плотность этого вашего рядочка, чтобы, ну вот видите, хорошо, плотно все изнаночные сидят. Если там будет слишком большой разрыв между рядами, значит вы делаете что-то не так, значит нужно сильнее подтягивать. Но и не затягиваем сильно. Если будете очень сильно затягивать, это тоже будет заметно. Мы имитируем вот этот вот шов, петля в петлю из лицевых петель. Поэтому нам нужно сделать видимость, как будто этот капюшон связан каким-то магическим образом от начала до конца, без единого шва. Так, сколько у нас? 40 минут. Короче говоря, девочки, продолжаем. Я сейчас вот так быстренько постараюсь сшить, уже немедленно показывая. А еще нам нужно сделать небольшой расчет. Что ж такое? Небольшой расчет на обвязку нашего капюшона. Это очень важный расчет. Сейчас я быстренько постараюсь это все дело закончить. Так, вы пишите уже про дни рождения, я смотрю. Очень следим здесь внимательно, чтобы не было скрещенных. Внимательно, куда вы вставляете иглу, в какую сторону. Если вы вставите немножко не в том направлении, у вас будет скрещенная петля. Это будет очень заметно. Поэтому распускаем и продолжаем тогда уже правильно. Внимательно следим. Это такое действие, которое не терпит спешки. Внимательно ищем серединку петли, внимательно следим за тем, чтобы 2 подхватывать снизу петельки, 2 с этой части, 2 с этой части. Не теряем темп. И вот так вот тихонечко-тихонечко не отвлекаемся. Желательно тоже это все сделать одним махом. Сели, сделали и готово. Иначе можно запутаться и потом уже не вспомнить, какие действия вы делали последние. Но сразу внимательно смотрим, откуда выходит игла. Ой, игла, нить. Если нить вышла отсюда, значит следующее действие нам нужно вот тут сверху. Ну и раскладываем тоже так, как удобно вам. Это вязаное полотно. Мне вот удобно так двигаться и так его разложить. Может быть, кому-то удобно, не знаю, вот так вот, например, да, делать как-то вертикально. Так, здесь у нас останется одна петля, так как у меня нечетное количество петель, но мы ничего, мы ее сейчас тоже как-нибудь аккуратненько сошьем. Если у вас будет четное количество петель, то ни одной петельки у вас не останется, все петли уйдут. И тоже это хорошая проверка. Если вы дошли и у вас не осталось ни на одной спице, ни одной петельки, значит вы все правильно подхватили, правильно начали. И все супер. Если так случилось, что у вас на одной спице больше петель, а на другой не осталось, значит, либо вы в начале где-то напортачили, либо в середине, может быть, не захватили какую-то петлю. Так, все, здесь у меня уже не осталось петель, а тут я просто продолжу. Вот найду центр вот этой моей, где она тут у меня. Вот центр. Ставлю в эту, подтяну и вот вставлю вот так сюда. И наизнанку выведу. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Выведу Ох, какая длинная нитка осталась. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот здесь такая макушечка. Я еще потом посмотрю, подправлю. Может быть, что-то мне где-то нужно будет довязать, дошить. Ну, вроде все нормально, вроде все нормально. И вот этот наш шов, вы его вообще даже теперь не сможете найти, где вы его делали. Все таким единым цельным полотном смотрится. Ниточку пока отрезать не буду, уже вечером мы с вами ее спрячем. Вот такой получился капюшончик с изнаночной, со спинки, такой хорошенький. Вот это наша штучечка, которую мы убавляли. Мне кажется, хорошо. Давайте посмотрим, что там попереду получилось. Попереду вот такой капюшончик. Куда эту нитку спрятать теперь? Попереду вот такой капюшончик.
Как его разложить? Как его правильно, девочки, раскладывать? Вот такой капюшончик. Вот, видите, тут вообще ничего не видно, шва никакого нет. И сбоку в профиль, вот как вы мне должны в домашнем задании скинуть, вот так вот его в профиль, чтобы я посмотрела, давайте бочком, чтобы я посмотрела, как у вас сформирована вот эта макушечка. Вот такой получился капюшончик сбоку. Ну вот посмотрите, очень аккуратный такой полукруглый вырез. Саша, вот эта аккуратность, шва вообще не видно. У вас будет то же самое. То же самое. Так, картошку еще сварю в прямом эфире. Не факт, что побываю. Ира, какая ты молодец. Мое худи внуку Севе на день рождения 23 ноября. 2 годика исполняется. Круто, столько именинников. Саша, спасибочки большое за дневные эфиры. Пока их слушала, связала капюшон до закрытия. Проснулся малыш. Пойдем воевать. Завтра довяжу капюшон и спрячу ниточки. Супер. Магия. Слушаю, продолжаю, марширую лицевые, пропускаю убавки. Это прям как я сделала последний раз. Саша, у меня муж, как видит, я сажусь смотреть прямые эфиры, говорит: ой, сектанты подтянулись. Мой тоже так говорит. Помните, как девочки сказали, что у нас секта свидетелей Краснобаевой? Мы тоже очень смеялись. Капюшон супер, красота. Как бы так тоже закрыть, не могу никак научиться этот шов делать. Напишите, я скину еще одно видео, где я тоже объясняла, там вроде бы попонятнее, может быть. Напишите, скину. Моей дочери 18-го 2 годика будет. Покажи, как торцы обвязки провязывать, пожалуйста. Ой, это где? Давайте сначала сделаем расчеты и попрощаемся, потому что мне нужно обязательно вам это объяснить. Как бы так красивенько сложить этот капюшончик, чтобы еще посмотреть, как он так складывается. Вот так вот как-то, что ли, да? Такой капюшончик. И с изнанки такой классненький. Такой маленькое такое получилось. Надо, наверное, показать. Потом камеру переверну. Классненькое такое получилось изделие. Ну, супер, мне очень нравится. Такое малышистое. Так, давайте сделаем расчеты, девочки. Еще важный момент. Я вот возьму свои расчеты капюшона. Смотрите, что нам тут нужно сделать. Мы с вами связали вот этот капюшон, он у нас вот такой, да, в 2 слоя, вот так вот связали мы этот капюшон. У меня 35 сантиметров с одной стороны от низа до верха и 35 сантиметров с другой стороны от низа до верха. То есть всего по окружности он у меня 70 сантиметров, 35 плюс 35, 70 сантиметров. Это моя обвязка, мне нужно набрать 70 сантиметров по кругу для обвязки. Но если я буду набирать в каждую свою вот сюда петельку, то у меня, возможно, не получится 70 сантиметров, потому что плотность ширины и высоты у меня разная. Тут мы вязали в высоту, а обвязку мы будем вязать уже в бок. Это будет моя ширина. Мы будем набирать петельки, а не провязывать ряды. Поэтому мне нужно посчитать, сколько по краю петель мне нужно набрать. 35 сантиметров я вязала. У меня это 76 рядов. Вот 60 плюс 16. 76 рядов я провязала от самого края. Давайте я это нарисую. До самой макушки у меня это было, давайте вот так, 76 рядов. От самого края до макушки я прибавила вот эти два значения. То есть 76 рядов у меня 35 сантиметров. Я провязываю свои кромочные, снимая в одном ряду одну свою кромочную. То есть за 76 рядов у меня будет 35 кромочных петель. Но так как у меня 2 раза по 76, да, то по всей моей окружности 35 кромочных петель плюс 35 кромочных петель. По всей окружности у меня получается 70 кромочных петель. Давайте я напишу по всей окружности. То есть, сейчас покажу на примере. То есть по всему вот этому моему кругу, от шеи вот так вот по кругу, у меня всего 70 кромочных петель. 70 кромочных петель.
Если я наберу 70 петель, то, скорее всего, у меня не получится 70 сантиметров, потому что у меня плотность вот такая в ширину. И давайте теперь посчитаем, сколько же петель мне нужно набрать по окружности 70 сантиметров. Так, подождите. Я неправильно здесь написала. 76 рядов это 38 кромочных петель, правильно? 38 кромочных петель плюс 38 у меня всего получается не 70, а 76 кромочных петель. Вот так, 76. Давайте я тут подправлю. Если я наберу 76 петель, то, скорее всего, у меня 70 сантиметров не получится. Мне нужно посчитать. Я записываю свою ширину. У меня в 10 петлях 7 сантиметров. И мне здесь нужно посчитать, сколько петель в 70 сантиметрах. Ну, тут легко, получается 100 петель. То есть 100 петель мне нужно набрать по кругу из 76 кромочных. От 100 я отнимаю 76 для того, чтобы понять, сколько петель мне нужно набрать не в каждую кромочную, а может быть в какой-то кромочной набрать 2 петельки. У меня получилось 24. И дальше 100 петель своих я делю на 24, то есть всего мне нужно набрать 100 петель. 100 я делю на 24, у меня получается 4. Вы можете просто посчитать за мной, сейчас я покажу, что это значит. Это означает, что в каждую четвертую кромочную петлю мне нужно добавить 2 петельки. Смотрите, у меня вот так вот идут мои кромочные петли. В одну кромочную я буду набирать одну петлю, одну, а в каждую четвертую я буду набирать 2 петельки, для того, чтобы мне всего по кругу набрать 100 петель. Потом снова одну, и каждую четвертую я набираю 2 петельки. Потом снова одну, и дальше 2 петельки. И буду набирать так по краю. В итоге у меня получится ровно 70 сантиметров, у меня получится 100 петель, и у меня капюшон будет вот прям по ширине идеально совпадать с тем, что я хочу. Вот эти дополнительные расчеты сделайте. Я покажу вечером, как это набирать, давайте уже сейчас не буду набирать, и немножечко с вами провяжу. Если вы просто из кромочной будете набирать петли из всех кромочных или из всех рабочих, то, скорее всего, у вас получится не 70 сантиметров, а либо больше, либо меньше. То есть это нужно скорректировать и посчитать, как правильно набрать, чтобы у нас по ширине было все четко. Девочки, напомните, пожалуйста, у Саши на капюшоне этом по ширине четное количество петель или нет? На маленьком капюшоне у меня 47 петель. Вот мой маленький капюшон. Расчеты вот эти я делаю на большой капюшон. У меня тут 76 петель, видите? Так, при закруглении была одна посередине, около которой убавляли. Нет, это расчеты на большой капюшон. Я потому что делала изначально с первого эфира расчеты на взрослое большое худи. А вяжу я маленькое с вами худи. И в маленьком худи у меня, да, была одна петелька. Здесь у меня четное количество петель. Значит, здесь я бы оставляла по центру 2 петельки. Ну вот, короче, эти расчеты мы сделали, можете мне это скинуть для проверки, я посмотрю, можете не скидывать. Это входит все в задание по капюшону. Сейчас я переверну камеру, попрощаюсь с вами и до вечера. Ой, уже 2 часа дня, уже скоро прямой эфир будет следующий. Так, отлично, так и подумала, спасибо. Да, то, что у меня разные капюшончики. Так, вот она я. Девочки, ну что, все понятно, все супер, очень хорошо получается, просто зашла сказать спасибо. Девочки, все, спасибо вам тоже. Давайте я покажу еще раз этот капюшончик, который у меня получился. Не знаю, что там по величине. Как-то он так некрасиво ложится. После ВТО измерю, посмотрю, вот так вот
с лицевой стороны выглядит, еще будет обвязочка. И вот так вот с изнаночной стороны выглядит. Тут такой капюшончик красивенький. Спасибо, да не за что, девочки. Все, могу с вами прощаться. Вечером по краю мы наберем эти петельки, немножечко провяжем. Дальше прячем все кончики ниточек. Покажу, как спрятать. Вот здесь вот, да, на макушке нам нужно спрятать с изнаночной стороны. Покажу, как вязать завязочки и как обвязать кармашек. Все. До вечера в 20:00 по Москве. Всех вас жду. У нас последний будет прямой эфир, связанный с вязанием худи. Потом уже будут дальше эфиры, связанные с интенсивом, но там розыгрыш подарков будет, эфир про спонсоры, покажу ваши готовые работы. А наш такой рабочий процесс уже сегодня вечером завершится. Все, всем спасибо, пока, до вечера. Я пошла готовить обед, отдыхать и проверять ваши домашки. Да, видео будет в Телеграме, записи все идут. 2 часа мы с вами пообщались, повязали. Все, спасибо вам, пока.